San Francisco, one of the real beauties, Santana. Американско-мексиканский гитарист Карлос Сантана появился на музыкальном Олимпе в конце 60-х, став первопроходцем в слиянии рока с латиноамериканским джазом. Исполнитель в течение десятилетий создавал композиции, где электронное звучание органично сочеталось с национальными ударными инструментами. Второй виток популярности пришелся на 90-е годы и ознаменовался 10 американскими и 3 латинскими премиями Грэмми и попаданием в список 100 величайших гитаристов по версии журнала Rolling Stone. Карлос Аугусто Алвес Сантана родился в мексиканском штате Халиско в 1947 году. Семья проживала в маленьком городе Аутлан-де-Наварро, где отец работал профессиональным музыкантом в жанре мариачи, а мать занималась домом и воспитывала будущего обладателя Грэмми и его младшего брата Хорхе. С 5-летнего возраста Карлос под руководством папы учился играть на скрипке, а к 8 годам освоил некоторые мелодии на гитаре и начал участвовать в народных мексиканских праздниках и самодеятельных концертах. С 1955 года, когда семья перебралась в Тихуану, поближе к границе с Соединенными Штатами Америки, мальчик попал под влияние рок-н-ролла и блюза. Увлекся творчеством Би-Би Кинга и Джона Ли Хукера и присоединился к местным группам. Ну и как подавляющее большинство мексиканцев, родители Сантаны мечтали поселиться в Америке. И в конце 50-х годов несколько приемов форсировали кордоны и оказались в небольшом районе Сан-Франциско. На новом месте Сантана в 1965 году окончил местную общеобразовательную школу и успешно сдал экзамены в Калифорнийский государственный университет. В то же время происходило музыкальное становление юноши, познакомившегося с популярным движением хиппи и вобравшего дух свободы со всеми прилагающимися атрибутами. После нескольких лет работы посудомойщиком в закусочной Сантана окончательно и бесповоротно решил уйти в музыканты. Все случилось в один день, почти случайно. Сантана был частым зрителем в зале Филлмор Уэст. Во время воскресного утреннего шоу блюзмен Пол Баттерфилд не смог выступить в результате сильного опьянения. В качестве замены импресарио Билл Грэм на скорую руку собрал импровизированную группу из знакомых музыкантов, но гитариста никак не мог подобрать. Сантана тут же предложил свои услуги. Во время джема музыкантов публику поразила игра молодого мексиканца, и он начал восхождение к славе. В том же году Сантана создал группу The Santana Blues Band. Вместе с приятелями, уличными музыкантами стал играть по местным барам. Вскоре, сократив название группы уже до Сантана, ребята начали записывать первый альбом. Но здесь начались сложности, потому что студийное исполнение отличается от концертного. Карлос не был доволен результатами, что привело к замене барабанщика на молодого Майкла Шрива, который одинаково уверенно играл и рок, и джаз.
Пришел также перкуссионист Хосе Чипито Ареас, весьма известный своей родной Никарагуа. Тот самый импресарио Билл Грэм просто полюбил Сантану и предложил ему выступить на грядущем фестивале в Вудстоке. И опять судьба изменилась всего за один день. Когда 16 августа 1969 года практически неизвестный коллектив вышел на сцену Вудстока, никто не мог предположить, что концерт обернется прорывом. Апогеем выступления стала песня «Soul Sacrifice». Это было одно из самых запоминающихся и позитивных выступлений того дня. Сам Сантана дополнил композицию своей хаотически мелодичной гитарной эквилибристикой. Правда, сам он позже признался, что играл на Вудстоке под мескалином, и ему чудилось, что его гитара превратилась в змею. Но это не отразилось на качестве и вдохновенности игры. Сразу после этого команда выпустила суперуспешный альбом, где причудливым образом смешаны рок-музыка и латиноамериканские ритмы со множеством перкуссивных инструментов. Этот стиль и по сей день остается визитной карточкой Сантаны. Одним из хитов альбома стала песня, первоначально написана в 1965 году латиноамериканским джазовым перкуссионистом Вилли Бобо, а сочинил ее гитарист Сонни Генри. Бобо оказал большое влияние на Сантану и играл с ним в конце 70-х. Он был одним из первых парней, которые попытались объединить в записи латиноамериканскую музыку и блюз. Он сделал это раньше нас, потому что мы делали это на улице, а он на пластинках, вспоминал Сантана. Следующая пластинка возглавила американские чарты и завоевала популярность во всем мире. На пластинке есть интерпретация вещицы, написанная в конце 60-х гитаристом Питером Грином. Оригинальная версия была сложена из простых инструментальных партий баса, гитары и ударных. Сантана добавил к ней Джипси Куин, венгерского гитариста Габора Жабо, а также привнес звучание электрического пианино, органа Хаммонд и богатую перкуссию. Знойная вышла вещица. Кроме того, там была «Ое Комова». Эту вещь великий пуэрториканец Тито Пуэнте написал в 1963 году, но в 70-м ее популяризовал именно Карлос Сантана, попутно превратив композицию в ритме ча-ча-ча в драйвовый психоделический джем. Тито Пуэнте проникся. Все слышали о Сантане. Он распространил нашу музыку, латинский рок по всему миру. И я хотел бы поблагодарить его, потому что он записал мелодию и отметил меня как автора этой мелодии. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании.
Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. После этого состав группы начал меняться. Карлос только-только познакомился со своей будущей женой и начал ответственнее относиться к той музыке, которую хотел играть. Вечный хаос и отсутствие дисциплины в группе ему надоели. В ожидании новых музыкантов Карлос занялся сольной карьерой. В 1972 году Сантана двинулся в джазовом и инструментальном направлении в альбоме «Караван-сарай». Он познакомился с прославленным гитаристом Джоном Маклафлином, через которого узнал об учении гуру Шри Чинмоя. Чинмой взял обоих в ученики, пожаловав Сантане новое имя – Девадип, что означает «свет и око Бога». Последовал альбом с Маклафлином, а потом и с Элис Колтрейн, вдовой Джона Колтрейна. Сантана с увлечением осваивал духовные основы музыки, углубляясь в классику, индийские мантры и авангардный джаз. Сантана с легкостью нашел общий язык со звездами мирового джаза. Но менеджерская компания Билла Грэма, которая ведала делами гитариста, считала, что ему чаще следует спускаться с джазовых и с духовных высот на грешную землю проверенного временем латиноамериканского рока вудстокского разлива, который и сделал его знаменитым. Сантана и сам видел, что его джазовые эксперименты отталкивают многих поклонников, что сказалось на падении продаж. Так что его группа периодически обращалась к корням латинского рока на многих следующих альбомах. Общение с гуру Шри Чинмоем подошло к концу в 1982 году. Духовные ограничения, которые требовалось соблюдать всем последователям учения, в конце концов допекли Сантану. Ежедневная утренняя медитация на фотографию гуру, изнурительные марафоны, соревнования, кто меньше проспит и сохранит способность действовать. Все это мешало привычному для рок-музыканта образу жизни. Попытки выдать медитацию под гитарную музыку за концерты группы была последней каплей. Карлос и его жена Дебора в конце концов прекратили свои отношения с Чинмоем, а вот духовный лидер оказался довольно мстительным. Он велел всем его друзьям прекратить с ним общение, потому что он должен был утонуть в темном море невежества из-за того, что оставил его. Духовные вопросы все так же продолжали волновать Сантану, но он больше не связывался с сомнительными религиозными деятелями, предпочитая музыкальные откровения. В этой жизни моей работой было дать людям духовный экстаз посредством музыки. На моих концертах люди плачут, смеются и танцуют. Если они достигли духовной кульминации, значит, я сделал свою работу. В 1985 году менеджер Билл Грэм в очередной раз вытащил старого друга из небытия, пригласив его выступить в сборном благотворительном концерте Live Aid. Энергичное выступление доказало, что Сантана по-прежнему может считаться одним из самых впечатляющих концертных музыкантов современности.
После этого Сантану в качестве источника влияния называли такие разные артисты, как Принц и гитарист Кирк Хэммет из Металлика. В рамках гастрольного тура летом 1987 года Сантана побывал и в Москве, где выступил на первом советско-американском фестивале «За мир во всем мире». Личная дискография Карлоса в тот период пополнилась новым диском, получившим Грэмми за лучшее рок-инструментальное исполнение. Помимо награды, пластинка запомнилась лирической песней «Белла», которая в 2001 году была использована в знаменитом фильме Роберта Родригеса «Отчаянный». В 90-е Сантана много работал в студии и записал аж 3 диска, оставшихся за пределами музыкальных рейтингов и не имевших коммерческого успеха. Популярность вернулась лишь в 99-м, когда он выпустил звездный альбом Supernatural, в котором участвовали Эрик Клэптон, Дэйв Мэтьюс, Лорен Хилл и многие другие. Песня «Мария Мария» продержалась на вершине американского чарта аж 10 недель. А хит, исполненный лидером группы Matchbox 20 Робом Томасом и проиллюстрированный видеоклипом, 4 месяца возглавлял Billboard. После победы в 9 номинациях Грэмми, альбом стали считать самой успешной работой Сантаны, получившей множество платиновых сертификатов за реализацию более 15 миллионов копий. Сотрудничество с другими музыкантами увлекло Карлоса и продолжилось на диске 2002 года. И хотя новая работа не повторила предыдущего триумфа, многие композиции закрепились в десятке американских хит-парадов и получили награды Грэмми. Ну а на 3-й пластинке с участием звезд Сантана воспользовался услугами Стивена Тайлера из Aerosmith, Кирка Хэммета из Металлика и других видных представителей различных направлений поп и рок-музыки. В последующие годы Карлос пытался возродить оригинальный состав группы образца 1971 года. В 2007 выходит двойной альбом, подытоживающий долгий творческий путь гитариста. В этом альбоме, помимо прежних работ мастера, есть новые композиции с участием Дженнифер Лопес, Тины Тернер и других артистов. А вскоре Сантана завоевывает сердца людей разного возраста. В 2009 году подростки начали играть в компьютерную игру, развивающую музыкальное творчество, главным героем которой выступает как раз Карлос Сантана. В 2019 году исполнилось 50 лет с момента выступления группы на всемирно известном фестивале «Вудсток». Это событие музыкант решил отметить большим гастрольным туром и выпуском нового альбома с фотографией этнического бога на яркой обложке.
В основе творчества Сантаны лежит убеждение в том, что музыка призвана создать мост, чтобы люди могли ощутить больше доверия и надежды на человечество. Тон его гитары, узнаваемый из первых нот, как раз и есть такой мост. Этот истинный виртуоз рока возглавил группу, которая носила его фамилию. Продал за десятилетия карьеры более 30 миллионов альбомов и выступил перед 13 миллионами человек. Десятки музыкантов прошли через его коллектив. Некоторые позже образовали свои собственные группы. А постоянное присутствие Карлоса Сантаны в качестве вдохновителя неизменно гарантировало высокие музыкальные стандарты. С первых дней, когда музыканты группы Сантана первыми объединили афро-латинские ритмы и блюз-роковый фундамент, они были музыкальными колдунами, которые без опаски пускались в полет под мелодичные соло Сантаны и захватывающую полиритмию барабанов.